Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем цикл наших передач о героическом эпосе карельского народа Манасе. Как я вам говорил в предыдущих передачах, мною на основе варианта Манаси Сагынбаева Рузбакова написан пятитомный роман в прозе «Манас» на кыргызском языке. Вот он перед вами стоит. Лежат эти книги. Затем я эту свою книгу перевел на русский язык. И оба этих варианта выставлены для продажи на своем интернет-сайте epos-manas.com. Кто хочет, может там приобрести мои книги. Кроме этого, я постоянно в течение нескольких месяцев выпускаю видеоролики, где рассказываю об эпосе и читаю отрывки своих романов. Мои видеоролики на русском языке сопровождаются субтитрами на 112 языках мира. Так что теперь любой человек, живущий на нашей земле, при желании может ознакомиться с моим произведением на родном языке или языке, наиболее доступном ему по пониманию. О высоком качестве моего произведения говорит то обстоятельство, что этот первый том моего романа издан в 100-томной антологии тюркской литературы, шедевры тюркской литературы, издано в прошлом году в Узбекистане. Там в 88-м томе опубликован первый том моего романа на узбекском языке в переводе известного узбекского писателя, поэта Рахима Каримова. Вот это все, что я хотел вам сказать о своей книге. Ну а теперь, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. «Я достойно встретил дядю с сыновьями», – подумал Манас. «Теперь необходимо бережно относиться к ним, не оскорблять, пока они не привыкнут к нашей жизни. Кому это можно поручить?» Ненадолго задумавшись, Манас нашел решение этой проблемы. «Карабёрк, Акылай, мои старшие жены», – сделал вывод он. «У них очень скверный характер. Они могут нагрубить кускоманам и обидеть их. На Каныке я женился только недавно. Хотя она молода, но у нее практически нет недостатков. До настоящего времени я не заметил с ее стороны никакой оплошности. Если я поручу ей заботу о кускоманах, наверняка она не разочарует их». Богатырь начал диктовать писарю письмо. «Каныкей», – начал его Манас, – «слушай меня внимательно. Я по дороге встретил родного брата отца Усона с детьми. Хан Огана Тулку напал на Кошоя, поэтому я вынужден выступить против него. Дядю отведут Даила, мои джигиты, хотя все население, мои подданные. Где мы найдем родственников? Разве кто-нибудь отдаст своего плохого родственника нам? Поэтому с уважением встреть дядю, относись к нему хорошо, и в мое отсутствие не унижай их. Одень их в самую лучшую одежду, дай им отменных скакунов, внимательно ухаживай за ними, проявляй всемерное уважение. Я доверяю тебе, поэтому все это поручаю тебе, а не Карабёрк или Акылай. Ласково относись к моим родственникам. Пусть они привязывают кобыл, свободно кочуют по моей земле, готовят кумыс. Пусть о твоем стоическом им служении будут говорить в веках. Если кускоманы попросят, дай им любую скотину на убой или в качестве транспорта. Ежели попросят жеребят, дай им лучших скакунов. Коли захотят воды, дай им чая. Мне ничего не жаль для родственников и народа. Прошу тебя, хорошо позаботься о дяде Усоне до моего приезда. Если отдашь им все мое богатство, я не буду в обиде на тебя. Но
Если ты чем-нибудь обидишь их, я тебе никогда это не прощу. И на это, и на том свете. Закончив писать письмо, Манас передал Усону подаренный Кокчо 300 лошадей. Он дал им провожатые 3 воинов. «Отведите кускаманов до Аила», — строго приказал им богатырь. «Отдайте это письмо Каныкей и предупредите ее о том, чтобы она с подобающими почестями встретила дядю Усона. Если она слушается, пускай не обижается на меня». Глава 5. Как богатырь Манас сражался с Оганом. Отправив Усона домой, разозленный на наглость афганцев, Манас собрал армию и сообщил о нападении врага в Ташкент, хану Кокотою. «Эх, как я могу отправиться в поход?» – печально произнес хан, прочитав письмо богатыря. «Я в свое время уничтожил немало уйротов, много раз ходил в Китай, а сейчас постарел». Кокотой, одетый в очень красивый красный халат, поправил на голове новый белый колпак и с грустью подумал об быстротечности времени. Жалея, что так быстро состарился, он вызвал к себе 12-летнего сына Бокмуруна, познакомил с посланием Манаса. «Ты понял, о чем написал богатырь?» – спросил хан сына. «Понял», – ответил Бокмурун. «Он просит нас отправиться в поход против Тулку. Сынок, езжай вместо меня к Манасу ты». «Но я никогда раньше не участвовал в таких дальних походах», – растерянно ответил, покраснев от волнения, Бокмурун. Среднего роста, худощавый, светлолицый юноша. «Ничего страшного», – ласково улыбнулся отец. «Если сейчас поедешь к Манасу, получишь бесценный опыт. Научишься тому, как надо побеждать врагов, и привыкнешь к тяжелым сражениям». «Я согласен». Получив благословение отца, Бокмурун, подняв красное знамя отца, 40-тысячной армией отправился к Манасу через поля Андижана и дорогу Юдялю. «О, ко мне приехал сын моего повелителя!» — обрадовался Манас, большим почтением встретив Бокмуруна. Присоединив прибывших к своей армии, он с 90-тысячным войском отправился в город Ургенч. Манас перевалил через горы Арыш и добрался до Арша-Кума, земли Каратегина Колчи. «Вы тоже отправляетесь вместе со мной в поход?» – попросил богатырь. Местное население дало ему 40 тысяч воинов. Отдохнув там 2 дня, Манас продолжил путь на юг в сторону перевала Аденгир, где жил знаменитый афганский народ. Кыргызы перешли перевал Алека и добрались до берега Амударии. Увидев его грозный вид, берущий свое начало в горах Саркан, все пришли в ужас из-за того, что в горах сошел ледник, а с разных сторон к реке обильно прибавлялась вода мелких речушек, а Амударья изрядно помутнела от черных комков пелены. В воздухе пахло кровью. У реки, протекающей посередине Ургенча, на поверхности плавали многочисленные пузырьки, поднимался густой пар. Узнав, что обилие воды не позволяет афганцам общаться друг с другом, кыргызы еще больше испугались. Манас, задумчиво прохаживаясь по берегу неистово бушующей Амударии, горестно покачал головой. «Эту реку очень сложно перейти», — сказал он. «Верно», — хмуро ответил Бакай, пристально разглядывая воду. У грозной Амударии, плывущие с гор деревья, разворачиваются, если попадает на камни. Если попадает в обрыв, ломаются. Из-за этого склоны обрывов падают вниз, увлекая за собой всю растительность, растущую
на их поверхности. При виде такого ужаса у человека собираешься переправиться на другой берег, от страха волосы встают дыбом, свет становится немил. Да, брат, для тех, кто хочет этого, Амударья готовая могила. Если река так беснуется, как уганцы сумели перейти ее? Как я слышал, они сделали это в то время, когда в Амударье было мало воды. Затем напали на кыргызов. Уганцы истребили проживающие на севере от реки кыргызские племена катаганов, тиитов и колчак. Они взяли богатую добычу и уничтожили лучших наших представителей. А я думал, что уганцы перелетели на крыльях через эту реку. Теперь понятна их хитрость. Из-за того, что Тулку беспричинно убил киргизов, Манас пришел в неописуемую ярость. Он заревел, как гром, и помрачнел, как темная ночь, так что хорошо знавшие его характер богатыри мгновенно притихли. «Немедленно вызовите Алмамбета!» – заорал на витязи разгневанный богатырь. Через некоторое время к нему подбежал китаец, крепко сжимая на боку длинный меч. «Используй все свои знания и найди способ перейти Амударью. Мы должны догнать уганцев и отомстить за кыргызов», – строго приказал Манас. «Слушаюсь». Бросив взгляд на течение реки, посмотрев по сторонам, Алмамбет стал думать о том, как быстрее выполнить приказ. «Амударья – великая река», – покачал головой китаец. «Через нее можно легко переправиться зимой, когда мало воды. В остальное время переправа из одного берега до другого превращается в сущий ад. Сейчас полно воды, поэтому армия не сможет вброд перейти на тот берег. Это можно сделать только с помощью плотов». Алмамбет приказал всем рубить растущие по берегам реки деревья, крепко привязать их друг к другу, соорудить плоты. Затем он погрузил на них воинов и по очереди стал переправлять их через реку, чтобы плоты не столкнулись друг с другом. Таким способом вся армия благополучно перебралась на другой берег Амударьи. Услышав об этом, хан Оганстана Тулку перепугался. Он сам из рода Катилас. Его предками были Баян-кан, Джаян, Катилас, основавшие город Ургенч. В это время народом от его имени управлял 38-летний младший брат Акун. Через него Тулку вызвал к себе 13-летнего сына Тумумбая, богатыря Каратоко, Калпу, Теке, Кадырбая, стал с ними совещаться о том, как остановить Манаса. Было принято решение выступить против врага и сразиться с ним. Согласно этому решению были собраны 200 тысяч воинов. После этого огромная армия, громко трубя в трубы, играя на флейтах, под развивающимися на ветру алыми знаменами, красными стягами, громко ударяя в барабаны, грохочет, как падающая гора, поигрывая щитами, скача на резвых скакунах, с громкими криками подошла к широкой степи, где находились воины Манаса, и остановились напротив них. Враги решили провести разведку, чтобы оценить ситуацию. Манас решил поручить это задание Алмамбету или другому опытному воину. В это время произошла неожиданная история, спутавшая ему все карты. Бокмурун, который впервые видел такое большое войско на поле брани, подъехал к уганцам и с интересом стал разглядывать их. Неожиданно его конь чего-то испугался и понесся. Бокмурун не успел одернуть его, заскочил распоряжение вражеских войск. Его сразу взяли в плен уганцы, стащив с седла и отвели к Акуну. Он находился в синем шатре, установленном на зеленом холме.
Очень хорошо, обрадовался Акун. Мы пленили очень красивого, черноглазого, симпатичного, богато одетого молодого парня. Воины попытались убить пленника, но хан остановил их. «Не убивайте ребенка и не берите грех на душу», — сказал он. «Отведите его во дворец и бросьте в яму. Кто отважится не выполнить приказы начальника?» Поневоле 7 воинов, не смея отказаться, повели Бокмуруна в город. Услышав о том, что в плен попал хан кыргызов, обрадованные горожане громкими криками встретили их в городских воротах. 11-летняя дочь хана Турку Канышай также находилась среди тех, кто встретил Бокмуруна. Она старший ребенок хана, его жены Бегаем. Их средней дочери Дурбаной 9 лет, а самой младшей дочке 3 года. О том, что пленили хана кыргызов, девочку узнали от своей матери. Беспокоясь о том, что будет, если придут враги, они сразу побежали к городским воротам. Когда воины привели Бокмуруна, все поразились тому, что он очень молод. Пожалев его, Дурбаной, одетая в длинное красное шелковое платье, белую шапочку, красные сапожки, протянула Бокмуруну свою ковришку, которую ела. «На, мальчик, отведай хлеба!» Увидев посиневшее от падения лицо Бокмуруна, его порванную одежду, горожане стали издеваться над ним. Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.